Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Официальное заявление Олимпийского комитета России. Олимпийский комитет России опубликовал пресс-релиз относительно ситуации с фигуристкой сборной Камилой Валиевой. В связи с тем, что и та, действуя от лица Международного олимпийского комитета МОК, официально обнародовала информацию относительно спортсменки Камилы Валиевой, Олимпийский комитет России считает необходимым дать детальные пояснения по сложившейся ситуации. 8 февраля 2022 года после окончания командных соревнований по фигурному катанию на 24-х Олимпийских зимних играх 2022 года, Олимпийский комитет России получил информацию от Международного агентства по тестированию о том, что российское антидопинговое агентство РУСАДА применило к спортсменке временное отстранение, начиная с 8 февраля 2022 года. 11 часов 36 минут утра по пекинскому времени. Временное отстранение было применено в связи с получением из Стокгольмской антидопинговой лаборатории уведомления о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы спортсменки, взятой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. В допинг-пробе спортсменки была обнаружена запрещенная субстанция триметазидин, относящаяся к классу С4. Запрещенного списка ВАДА 2021 года. Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию, все результаты отрицательные. Статус временного отстранения предполагает, что спортсменка с 8 февраля 2022 года не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях до момента вынесения окончательного решения по ее делу. Для защиты прав и интересов российской спортсменки к данному делу были привлечены квалифицированные юристы, которые оказывают спортсменке всю необходимую юридическую помощь. В соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом спортсменка запросила в РУСАДА проведение слушаний в ускоренном порядке относительно примененного к ней временного отстранения. Слушания состоялись 9 февраля 2022 года. По итогам слушаний дисциплинарный комитет РУСАДА отменил примененное к спортсменке временное отстранение, указанное решение вступило в силу немедленно. В соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом, решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА о снятии временного отстранения может быть обжаловано заинтересованными сторонами в спортивном арбитражном суде в Лозанне. Таким образом, в настоящее время спортсменка имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений до тех пор, если спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно ее статуса применительно к Олимпийским играм. В любом случае, по существу возможного антидопингового нарушения дисциплинарное расследование будет проводиться РУСАДА в соответствии с применимыми правилами в установленном порядке. С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру. Кроме того, Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также ее допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат. Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды Олимпийского комитета России и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль. Олимпийский комитет также исходит из того, что будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего, говорится в заявлении.